Всем привет! Вы снова на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим о Грузии. Сегодня мы поговорим, что происходит в Грузии через призму недвижимости. Уже больше 6 лет продаем, покупаем недвижимость, сами инвестируем. Сотни наших клиентов стали счастливыми обладателями недвижимости в Грузии. Многие инвесторы благодаря нам узнали о Грузии. И в первую очередь это видео для вас, друзья, кто купил уже недвижимость и думает, что с ней делать. Все вы смотрите новости. Все увидят, что происходит. В Грузии политический кризис. Несколько дней подряд сотни тысяч людей выходят на улицы в разных городах, и больших, и маленьких. Я сегодня поговорю с вами на эту больную тему и попытаюсь рассказать, что же может быть с рынком недвижимости, куда он может повернуть, да, как бы ситуация не развивалась. Мы рассмотрим несколько сценариев. Рассмотрим сценарий, если все останется как есть. Рассмотрим сценарий, если будут перевыборы и что будет с недвижимостью. Попытаемся заглянуть на завтра, узнать, какие же туристы летом будут приезжать и будут ли приезжать вообще в Грузию в ближайшее время, кто бы то ни было. Ну что, поехали? Если хотим личного, значит, давай буду говорить своими словами и лично. Мне очень понравилось. Все, давайте. Я тоже устал от официоза, на самом деле. Вы видите, говорит, он Да, я тоже хочу поговорить и высказать свое мнение. Я уже устал жить во внутренней миграции и держать в себе некоторые моменты, которые мне хочется обсудить. Значит, сегодня я в один кадре, поэтому буду говорить от первого лица, буду с вами общаться с наименьшей дистанцией. Фактически я напротив вас, я на кресле, садитесь тоже поудобнее, попытаемся поговорить. Ноябрь был у нас провальный по продажам, я еще был в отпуске. Конечно, следил за новостями, вижу, что происходит, протесты не утихают. Многие люди пишут: Антон, мы не хотим покупать, потому что хотим взять паузу, посмотреть, как это будет развиваться. И отчасти я согласен с теми людьми, которые решили подумать или посмотреть, что происходит в самой Грузии. Это вам не видно, если вы сидите по ту сторону Кавказа или других гор, по ту сторону границы. Вот мы живем в Батуми все спокойно, как в Багдаде. Помните, там в Батуми нет погромов, да, никто ничего не разбил, ни одну машину не перевернули, ни одного костра не зажгли. У меня многие спрашивают, на текущие клиенты, которые у нас уже купили, продавцы недвижимости, что делать? Продавать сейчас недвижимость, потому что она будет завтра дешевле, да, там революция в стране, или подождать, да, и пока не продавать. Или вообще что делать? То есть ко мне самый частый вопрос: Антон, что делать? Мы тут купили это, что делать? Мы тут там думаем купить там что-нибудь, что делать. Мое мнение, это является личным мнением меня, Антона Тиунова, никаким образом не должно отражать там или позицию компании, там, или вообще всего русского сообщества в Батуми. Это просто мое личное мнение через призму недвижимости. Ни в коем случае не хочу затрагивать ту или иную сторону в политическом плане, потому что я не являюсь гражданином Грузии, я являюсь долгим гостем в этой стране, и у меня есть вид на жительство, но я не имею права голосовать, выражать свое мнение с точки зрения предвыборных агитации и так далее и тому подобное. Поэтому все, что будет сказано в этом ролике, это мое частное видение, и только через призму недвижимости, потому что недвижимостью занимаюсь всю свою жизнь, зарабатываю на себе на хлеб и планирую это делать также, причем не только в Грузии, но еще и в других странах. Поехали. Я лишь хочу рассказать про два сценария, которые я вижу. Первый сценарий – это все остается как есть. Правящая партия победила на выборах. И что будет следующий предвыборный цикл, то есть 4 года, что будет происходить с рынком недвижимости. Это первый сценарий. Второй сценарий – это оппозиция добивается новых выборов, и мы увидим в следующем году новые выборы. Это второй сценарий. Если я все правильно понимаю, что происходит, то два основных сценария. Давайте поговорим про то, что если, например, остается у власти грузинская мечта. Что происходит с рынком недвижимости? Значит, хочу напомнить, что грузинская мечта является правящей партией уже 3 предвыборных цикла, то есть 12 лет. Из них 6 лет я живу в Грузии. Мое личное ощущение внутри, что с недвижимостью, с туризмом все как было предыдущие 6 лет, пока я здесь нахожусь, так же и будет продолжаться. Туристический поток растет, но он растет не за счет европейских туристов, например, или евроинтеграции. Для понимания, кстати, сейчас буду, может быть, прыгать с места на место, потому что много эмоций. Давайте начнем с того, кто отдыхает в Батуми. У меня цифр сейчас нет, но, может быть, Игорь, как к моменту, когда мы будем монтировать, мы какие цифры сейчас покажем, да, сколько туристов из каких стран приезжает сюда. Разные есть центры, разные есть города и страны. Там, в той же самой Сванете, например, мы порой приезжаем туда и не слышим русскую речь вообще. Потому что в Сванете отдыхают европейские горнолыжники, хайкеры и так далее, так далее, так далее. На них никак не скажется вот эти политические штуки. Кавказ как стоял,
сотни тысяч лет, так и будет стоять. Эти горы как были, так и есть. Дороги там как были в плохом состоянии, так и есть. Если мы говорим про Кахетию, аналогичная ситуация. В Кахетии приезжаешь и слышишь только грузинскую речь или какой-нибудь немецкий, не знаю, испанский, английский, французский язык, да, французский язык. Вот. Но если мы говорим про Батуми, тот город, в котором я сейчас нахожусь, и в том городе, в котором у нас есть офис, и мы занимаемся бизнесом, то порядка 80% наших клиентов говорят на русском языке. Они либо родились, либо выросли в Советском Союзе. Они сейчас живут в разных странах. Также вижу последние годы небывалый всплеск, ажиотажный спрос со стороны покупателей из Израиля. Они могут знать русский язык, могут не знать русский язык, но они все с паспортами Израиля. На них это тоже никак не отразится. Они как любили Грузию, как покупали здесь недвижимость, и особенно земельные участки, апартаменты, так и будут их покупать дальше. Там слишком закаленные люди, выжившие и растущие, и живущие в повышенном стрессе постоянно, и постоянно в какой-то в военном положении, да. Вот. Второй момент, дальше идем. Значит, казино никто запрещать не собирается. Казино является огромным источником дохода для государства. Соответственно, игроки в казино как ездили, так и ездят. Соответственно, они как останавливались в отелях, как кушали вкусную еду, как пили много водки и чачи, и вина, так и будут дальше пить. И если раньше я был наивным мальчиком из Сибири и думал, вот, значит, там арабы, значит, такие все молодцы, они не пьют алкоголь, там же все запрещено, это на самом деле они приезжают и пьют еще больше многих из нас алкоголь, поэтому они как приезжали сюда оторваться, поиграть в казино, пообщаться, походить в ночные клубы, пообщаться с девушками или просто оторваться в Батуми, это просто, ну это правда техасский Лас-Вегас, и никто это никогда у Батуми уже не заберет, если не запретят казино и не запретят там авиаперелеты, а этого не предвидится. Соответственно, если мы возьмем ядро отдыхающих Батуми, а мы сегодня говорим только про Батуми, то прямые авиасообщения есть, и никто его отменять не собирается, никто не хочет рубить сук, на котором сидят, соответственно. Да? Прямые рейсы сейчас летят там, если я не ошибаюсь, из 10 разных городов России. Из Израиля я как не пойду посмотреть закат, я вижу, один самолет садится, другой вылетает. Я боюсь соврать, по-моему, 5 рейсов в день из Батуми в Тель-Авив. 5 рейсов в день. Я молчу про там Кувейт, про Дубай, про Стамбул, ну и так далее, так далее, так далее. И я уверен, что бы ни происходило в Грузии, там в Тбилиси в Новый год, поверьте мне, я обязательно буду делать про это видео, мы будем снимать про это, сколько людей приедет сюда из Турции на Новый год. Вы просто себе не представляете, сколько здесь людей будет все забито, и будет там, номер в отеле будет найти так же тяжело, как и в августе или в сентябре. Если пойдет страна по первому сценарию, это выбор, повторяю еще, это выбор грузин, выбор за вами. Я туда не лезу, я лишь делюсь, как это может отразиться на собственности. Собственность является там, в нашем случае недвижимость, квартира, земельный участок, апартаменты, все что угодно. Идем дальше. Что сделало правительство за последние годы? Значит, отменили визы с Китаем. Да, китайцы могут приезжать на короткую, грузины могут ездить в Китай. Я это уже видел, когда была пандемия. После пандемии очень много китайских компаний приехало сюда, пооткрывали казино и уехали. Ну вот я думаю, что будет еще вторая, третья, четвертая волны приезда китайцев, и я думаю, что будет Азия развиваться с точки зрения азиатского покупателя. Вот у нас уже был клиент, но он пока ничего не купил, это очень богатый инвестор из Таиланда, приезжал сюда, смотрел на этот рынок, присматривался, ему тоже это очень нравится. Не так дорого, как в Европе, а чувствует себя как в Европе, еще и море здесь, еще и казино. Это для них, конечно, сильно, потому что они там все в Азии могут играть только в Макао, больше нет возможности, соответственно, для азиатов, там, где есть казино, это для них собственный Макао. Мы можем даже называть, что Батуми не только кавказский Лас-Вегас, но и кавказский Макао. Потому что в городе, где 14 казино на 200 тысяч человек, это, конечно, не знаю, где еще в мире такое есть. Соответственно, что мы говорим по поводу роста цен на недвижимость или не роста цен? Да, сейчас, даже если бы не было никаких демонстраций и не было бы политического кризиса, в любом случае мы бы сейчас ожидали низкий сезон. Низкий сезон в Грузии с точки зрения нашего бизнеса и также у застройщиков. Кстати, коллеги по цеху, кто работает на рынке недвижимости Грузии и Батуми, в частности, напишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением или нет. Будет интересно узнать, как у вас происходит. У нас каждый год одна и та же история.
У нас год начинается в марте. В марте начинается спрос огромный, всплеск интереса на апартаменты, потому что скоро сезон. Хотят купить готовое, чтобы потом за лето сдавать, сразу же деньги заработать. Всплеск на земельные участки. Мы хотим купить участок, чтобы за лето построить дом. Ну и так далее, так далее. Потом начинаются майские праздники, люди приезжают, начинают покупать. И вот март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, вплоть до середины октября, до конца октября у нас сезон. Потом начинается ноябрь. Почему я был в отпуске целый месяц, спрашиваете вы, и некоторые меня, почему Антон уехал так надолго. Потому что ноябрь у нас всегда спокойный месяц. Почему во всем мире устраивается Черная пятница в ноябре? Потому что никто ничего не покупает, все готовятся к Новому году, им сейчас не до недвижимости, а им сейчас там, до подарков, до елок, там, как бы денег заработать. Вот. В декабре, опять же, небольшой всплеск за счет того, что и многие застройщики, и многие дают акции. Раз. Второе, многие ездят на Новый год отдыхать и планируют поездку, например, там, в Новый год в Батуми, что-то там себе прикупить на сдачу. Тем более, что напоминаю, что купить недвижимость в Батуми сегодня можно в новостройке вот от $5000 первого взноса. С собой можно привезти, напоминаю, 10. Если вы летите вдвоем, вы можете привезти 20. Вы можете купить 4 квартиры потенциально, если привезете с собой по $10 000. Вот. Тут тоже нет такой страны в мире, все еще, где вы можете за $5000 купить себе квартиру. Ну, $5000 первого взноса. А сегодня есть варианты интересные там в стройке. Вот. Ну, от 30 точно можно купить студию. Вот $30 000 прям уверенно, что можно там, 3 миллиона рублей. $30 000 можно купить студию на море, и с видом даже на море. Идем дальше, немножко отвлекся. Декабрь является таким, небольшим бустом для нас, и мы много работаем весь декабрь и январские праздники. И начиная с 2-3 недели января и до марта, тоже такой холодный сезон. Все застройщики это знают, и все агентства недвижимости это знают. Вот, поэтому я второй раз планирую поехать отдыхать в феврале, и что не теряйте. Вот, на пару недель, скорее всего, будет новая страна, тоже буду знакомиться с другими рынками. Продолжаем разговор. Соответственно, и независимо от политических событий, от политического кризиса, в ноябре, декабре и январе такой является низким сезоном. И я своим клиентам иногда спрашиваю, а когда лучше покупать недвижимость? Я говорю, приезжайте вот после 15 октября, все еще теплое море, все еще работают все рестораны, свободные пляжи, отличная погода, нет дождей, сухо. Да что говорит 15 октября? Сейчас у нас на дворе 10 декабря, не знаю, когда выйдет ролик, но сегодня плюс 18, я вот так приехал на работу. В майке, в легкой жилетке. Вот, скорее всего, Новый год будет такой же, тоже плюс 18. Так вот, когда меня спрашивают, что делать в такой ситуации, как сейчас, если вы продавец недвижимости, то подождите, посмотрите, как будет все развиваться. Если вам очень нужны деньги, то обращайтесь ко мне, я продам любую недвижимость за 3 дня. Вот любую недвижимость продам за 3 дня. Главное, чтобы она подходила по цене в первую очередь и по локации. Ну, в первую очередь по цене. То есть, если у вас есть объект, а вам нужны деньги, можете сейчас позвонить, написать, через 3 дня я его продам. Если вам не нужны деньги сейчас, ваша квартира, например, там, сдается в аренду, пусть она сдается в аренду, получайте долларовый доход. Здесь все еще аренда в долларах. И все еще, я сегодня тоже зашел на сайт-агрегатор посмотреть. Соответственно, если я вижу, что объявление появляется на продаже, срочной продаже, есть определенный дисконт, то на аренду, я посмотрел, за $1000 ничего нельзя снять, так и нет ничего за $1000, что можно снять. Приличного я имею в виду. Что такое приличное? Приличное — это 2 спальни, 2 санузла, хороший вид из окна, высокий этаж, балкон, обязательно газ, там мебель, техника и так далее. Вот, Игорь, подтверди или опровергни. Вот можно найти такую квартиру дешевле $1000 сейчас? Думаю, нет. Ну, то есть, а $1000, извините, в Москве можно сейчас снять дом на Рублево-Успенском. Плохой, но дом. Что там делать? Там слякоть, грязь, холодно. Ай, аж холодно стало, аж мурашки побежали по спине. Что делать? Покупать, не покупать? Если у вас лежат деньги в долларах сейчас, или даже в рублях под подушкой, и вы думаете покупать, не покупать, но почему-то поставили себя на паузу, тоже подумайте, а куда их деть? Рубль, вот эта вот история, тоже я был в ноябре, улетал был рубль по 92, пролетел, был там по 115, пролетел он по 99. Как бы все обрадовались, ой, рубль по 99, все замечательно. Ну да, замечательно, только вы не забывайте, что он был вчера 92. Ну, позавчера, вернее. Как-то плюс 7 рублей, 6%, как бы, ну, хрен его знает, нормально ли это за месяц. Опять же, Ларри, да, его тоже немножко поколбасило здесь. Он падал до 2,88, вам виднее, да. Я сегодня пошел 2,76, вчера был 2,77. То есть, как бы, все вернулось. Ну, да, тоже поколбасило, да, вот полихорадило вот эти 2-3 недели, как бы, да. Ну, вот, кто начал дергаться и побежал покупать доллары, они и купили их по 2,80, они проиграли.
также в недвижимости. То есть не надо делать скоропостижных решений. Если вы давно хотели продать недвижимость, вы продавайте. Хорошие цены, есть покупатели. Да, они требуют чуть больше скидок, но так зима. Помимо протестов, помимо политического кризиса, помимо всего прочего, просто зима идет. Подождите марта. Все приедут покупатели, также все будут разбираться, покупаться и так далее. Дальше идем. Если вы, значит, у вас там жилье в стройке, вы думаете платить, не платить, там, продавать, не продавать. Если ваши доходы в рублях уменьшились и долларовых доходов у вас нет, а рассрочка вам тянет большую лямку, ну, конечно, продавайте. Продавайте, причем продавайте, почем покупали. Ну, не надо там, ну, не заработали, ничего страшного. Сохранить уже хорошо. Уже хорошо. Имеется в виду, покупайте, почем, продавайте, почем покупали в долларах. В рублях-то вы все равно покупали по 80, по 65, по 70, по 90 даже. Это все равно выгодно. То есть вы сегодня купили за 30 тысяч долларов студию, продали за 30 тысяч долларов студию, но у вас было, вы потратили на это вчера 2 миллиона 700 тысяч, а сегодня вы продали, получили 3 миллиона рублей. Продавайте, если хотите продать, продавайте. Мы найдем покупателя, опять же, за 2-3 дня. Никаких проблем абсолютно в этом я не вижу. Если же вы видите, у вас горизонт планирования на год, на полтора, на два, держите. Есть хорошая квартира в хорошем доме, держите, вы купили по хорошей цене. Потому что сегодня новостройки на котловане стоят на 30-40% дороже, чем те же самые новостройки я покупал 3-4 года назад. Поэтому если вы купили тоже свою недвижимость 3-4 года назад, она достраивается, и вы думаете делать ремонт или продавать, ну, тут смотрите ваши доходы, думайте сами, считайте сами, иметь или не иметь, как пелось в известной песне. Поэтому с точки зрения по сценарию 1, я не думаю, что что-то изменится кардинально, потому что, еще раз повторяю, эти люди у власти уже 12 лет, и я не вижу, почему курс должен повернуть какой-то на 180 градусов. Нет, он такой и был, такой и останется примерно. Как можно больше туристов, как можно больше география. То есть не только, что приезжали там европейцы там, с американцами, да, что приезжали все, и арабы, и китайцы, и русские, и белорусские, и украинские, и казахские, и киргизские, и узбекские, и все. Батуми — это такой классный мир в миниатюре. Вот правда, я хожу по улицам, я слышу различную речь. Тут есть и живут и соседи поляки с чехами, словаки со словенцами, литовцы с латышами, русские с белорусами. Ну, в общем, вот так вот. Вот выйдите на набережную, послушайте, на каких языках разговаривают. Это реально большой-большой такой земной шар. Идем дальше. Что будет, если ситуация повернется в другую сторону, да, если будут назначены выборы или там каким-то образом, да, оппозиция идет к власти. Опять же, если мы говорим о тех людях, которые хотят сегодня в Европу, хотят европейские законы, европейское правосудие, европейское образование, здравоохранение и так далее, это тоже звучит классно, что в Грузии будет евроинтегрировано, будет все расти, будет расти уровень сервиса, будет расти уровень жизни, точно, абсолютно. Да, есть об этом определенные последствия. Те страны, которые входили из постсоветского пространства, вливались в европейскую семью, там есть другие у них болячки, да, что многие люди уехали на работу в Европу, там некому жить, но тем не менее, там та же самая недвижимость Латвии, она всегда была лакомой мечтой, такой лакомым куском для инвесторов из России. Все мечтали купить недвижимость где-нибудь скажем, в Юрмале, где-нибудь жить недалеко от Лайма-Вайкуля. Весь Бамонт и все бизнесмены, и у нас есть наши клиенты, которые владеют там недвижимостью. Ну, да, есть свои там нюансы, но тем не менее, те страны, которые входят в Евросоюз, их экономика с годами начинает бурно расти, и за это ведет, к этому прилагаются все остальные европейские ценности, которые кому-то нравятся, кому-то нет. Но, тем не менее, еще раз говорю, уровень сервиса и уровень образования, уровень здравоохранения точно, абсолютно, качество дорожного покрытия, регулирование движения, инвестиции, опять же. То есть представьте себе для Грузии, для 3-4 миллионной страны, если один человек, немец, выделит по 1 евро, Грузия просто тут, не знаю, озолотится. Да? Недвижимость вырастет в цене и в разы, и очень-очень быстро. Потому что многие захотят иметь недвижимость в Евросоюзе, не покупая по ценам Евросоюза эту недвижимость. Да, это повлечет за собой определенные последствия для недвижимости, если будут там европейские законы, будут европейские налоги. Вот. Но об этом мы поговорим тогда, когда мы поймем, какой путь выберет для себя грузинский народ
Я смотрю оптимистично в оба сценария. Про европейский путь и вариант. Многие же боятся, что введут визы, надо оформлять ВНЖ, нельзя будет жить год и так далее. Если у тебя есть недвижимость в Грузии, ты точно будешь иметь возможность получить вид на жительство и ездить сюда без виз. Первое. Второе. Виза визе рознь. Например, в Таиланд тоже нужна виза. Я приезжаю в Таиланд, мне бесплатно ставят штамп, и я прохожу. Вот что такое виза. А может быть виза в Индию, когда я заранее пишу на сайте, что я Антон Тиунов, вот мои паспортные данные, лечу с такого-то по такой-то, и они говорят, конечно, $50 за влет и вылет. Я говорю, конечно. И даже ничего не вклеивают, просто электронно. Я лечу туда, не знаю, что я предупредил, что я лечу. Виза визе рознь. Американскую визу, чтобы получить, нужно сначала записаться за какое-то огромное количество месяцев, заполнить миллион анкет, прийти на личное собеседование. Вот таких виз не будет в Грузии никогда. Забудьте про это. Тем более, что наоборот, Грузия настолько либеральная страна, что я вот проходил границу из Турции. Турки вообще ездят по своим этим пластиковым карточкам. Грузины ездят в Турцию по пластиковым карточкам. Не нужны паспорта даже. Это не паспорт. Это удостоверение личности. Это не загран, не Маганан. Это вообще не паспорт. Есть страх, который говорит о том, что если Грузия вступит в большую европейскую семью, то русским ведут визы. Может быть, вопрос отложен на десятилетие. В ближайшие 10 лет. Мое ощущение, что 10 лет. Может быть, чуть поменьше, может быть, 5, если все будет буститься и там как паровоз лететь, через 5 лет. Давай через 5 лет поговорим об этом. 5 лет. Средний срок владения недвижимостью в Грузии там 3 года у наших клиентов. Вот через 5 лет поговорим. Пока рано об этом говорить. Можно говорить, что там, а что будет, когда Илон Маск создаст туннели в Абу-Даби? Что будет с Грузией? Ну, давай тоже ведет туннели там, мы поговорим. Значит, мы поговорили про сценарий 1, про сценарий 2. Резюмирую. Я за то, чтобы было спокойно и был мир. Вот один из тостов в Грузии, как раз за мир. Я за мир не в плане там войны даже, а в плане мира среди людей, чтобы добро победило зло. Вот так, я бы сказал. Значит, давайте поговорим, почему кризис — время возможностей. На самом деле, многие и в книжках пишут про это, что легко зарабатывать деньги, все зарабатывают, когда все растет. Но когда какая-то сложная ситуация и кризисная ситуация, тогда зарабатывают только самые умные, самые быстрые, самые хваткие, которые считают много-много всего наперед, на много-много лет вперед. Сегодня реально есть возможность у тех людей, кто думал купить, но почему-то не мог себе позволить, прийти ко мне, сказать: Антон, хочу купить квартиру, вот давно смотрю, вот она стоит там $200 000, а у меня только 170. Помоги купить. И вот сейчас как раз то время, когда у вас может получиться купить то, что стоит 200 за 170, или купить за 90 то, что стоит 100, или даже, может быть, купить за 35 то, что стоит 45. Вот для вас это время. Вопрос, что купить? Ну, ко мне обращайтесь, я вам скажу, что купить, или там подберем. Вас выслушаю, узнаю и скажу, что лучше для вас покупать в том или ином случае. Кризис — это возможность купить что-то очень ценное за очень небольшие деньги. Купить то, что стоит недорого, с большим потенциалом, который видите только вы. Ты какие-то реальные примеры этому уже видишь сейчас на рынке? Ну, конечно. Я купил и продал очень быстро. Вот про Багратиони я рассказывал, по-моему, уже. Купил за 34, продал за 37. Это вот там. Ну, увидел плохо, как бы не то, что плохо лежит, у меня были деньги, вот я вижу, как бы, вот купил, продал. Сделка несколько дней, недель. Я вижу сегодня, открывая My Home, я вижу, как много-много всего, чего люди, ну вот, испугавшись чего-то, быстро скидывают. Да, здорово. Ну, много чего плохо лежит. Самое главное, что у вас были деньги. Потому что если нет, что говорить? Да, можно только фантазировать. Если есть деньги, допустим, 100%, а дом готов там на 90%, и застройщик дает рассрочку даже какую-то, да я могу сейчас с любым, в принципе, договориться за 10%. Вообще с любым. А может быть даже больше. Сейчас, в кризис всем нужны деньги. Застройщикам нужны деньги. У них падение продаж. Понятно почему. Сейчас и низкий сезон, и еще в стране кризис. У них падение продаж, им нужен кэш, им нужно поддерживать стройку. Поэтому они готовы сейчас идти на очень хорошие условия. И мы можем об этом договариваться. И мы это видим, что да, можно. Вот, я скажу больше, я же говорил в одном из наших видео, если вы видели, мы сделали от GPI что-то вообще невообразительное. Не знаю, откуда эта идея у кого пришла, кому в голову, но вот она родилась, и мы решили запустить ее. Мы платим всем нашим клиентам кэшбэк
от покупки. Даже за 5% взноса платите, вы получаете процент обратно от всей суммы. Имейте это в виду, когда принимаете решение, с кем работать, и где работать, и как работать, и работать ли. Я ответил на ваш вопрос, почему время возможностей. Да. Значит, дальше по поводу кризиса, время возможности заработать. Да? Те люди, которые сидели или сидят в кэше, не в недвижимости, их деньги сейчас тяжело куда-то разместить в такой ситуации, чтобы это приносило вам 10% годовых в долларах. Те люди, которые купили, уже и сдали свои квартиры в долгосрок в Батуми с контрактом, они купили за 90 тысяч долларов, сдали за 900, сидят, улыбаются, довольные, особенно когда доллар был по 115, они такие довольные. Можно аренду получить его? Конечно, можно. Мы же собрали уже ее, они лежат у нас на счетах. Представьте, человек в России, да? Вот он купил, давай просто прикол такой, цифры. Я люблю эти цифры на пальцах. Вот стандартная сделка там этим летом у нас, ну давай там приведем вот пример по интуристу. 95 тысяч долларов квартира стоила. Сдали мы ее за 750. Казалось, как бы не очень. Допустим, они купили ее там по 82, 85 ли было летом. Вот, сдали за 750. Доходность получается 7500 плюс полторы, 9 тысяч. Это там 9,5%, да, условно. Но когда мы в рублях сейчас пересчитали, сколько мы-то отправляем, получаем здесь доллары, отправляем туда рубли. Да вот в рублях они начали зарабатывать, когда вот еще доллар скаканул, они охренели. Сколько? А через полгода у них повышение контракта опять на 10%. То есть она будет не 750, будет 800. 850, наверное, не будет стоить, но 800 они поднимут. И еще больше будут получать. То есть если на старте у них было в рублях 750 на 80, это было 60 тысяч рублей с этой квартиры, то в следующем году 800 я умножу на 110, чтобы наверняка. Это будет 88. А живут они в рублях. И тратят они в рублях. А вложили здесь они доллары. И получают тоже в долларах. Вырос сильно спрос на дешевые студии. Дешевые студии, если это дом с газом, готов, не готов, если есть каркас. Ну, вот, опять же, мой пример говорит об этом. В этот же день у Дани была сделка, два задатка, такая же история. То есть люди переключаются на студии. Я примерно понимаю, почему. Деньги, накопления есть. В любом случае, у всех, кто работает, есть какие-то накопления. Студия стоит 30 тысяч долларов, там 2 миллиона 700 тысяч. Что ты купишь? Ты в России сейчас подержанного китайца, или нового китайца вообще не купишь. Подержанного китайца за 2 700 ты не купишь ничего. А это недвижимость в Грузии, построенная, да, без ремонта, но она готовая. Она безрисковая, это недвижимость, в которой есть еще газ, лифт поднимается, видно море, закаты. Даже если море не видно, ну, дойти можно до нее за 5 минут. А наличие моря дает сильное повышение качества твоей жизни. Поэтому я понимаю, почему есть всплеск спроса на студии сейчас, потому что это небольшие вложения, они дома есть у каждого. Ну, у каждого, кто интересуется зарубежной недвижимостью, я имею в виду. Если есть какие-то накопления, куда-то их пристроить, чтобы они работали в кризис, а не лежали дома. Я помню, как в детстве, в 98 году, мне было 14-15 лет, мы приехали с родителями из Испании, из отпуска. И бахнул август. И я помню, что папа купил домой все. У нас появился телевизор, там, видеомагнитофон, новая приставка, там, блендер, шмендер. Я, ну, как бы, может быть, сейчас перевираю, тут поправь меня мама, знаю, что мама смотрит. Я говорю, а что вы делаете? Он говорит, потому что сегодня я могу купить на 1000 рублей 1000 телевизоров, а завтра один. И этих телевизоров не будет, они будут дороже в 2 раза. И просто пошел, все, что было дома, вот все, что было дома, весь, и пошел в магазин и потратил. Потому что понимал, что будет стоить все дороже уже завтра. По национальной валюте, я имею в виду. Да, я понимаю, что квартира это не телевизор и не стиральная машина. Все прекрасно понимаю. Но я понимаю, откуда всплеск на студии. Очень всплеск большой, серьезно говорю. Студий хороших, прям на расхват. У нас они есть, можно обращаться. У меня тут есть небольшие заметки, которые я бы хотел им зачитать. Всегда пишет сценарии оператор, звукорежиссер, монтажер и вообще человек YouTube, я называю Игоря. Вот, он написал заметки. Я хочу просто прочитать вам. Почему Грузия была, есть и будет оставаться привлекательной для жизни и инвестиций, несмотря на политические потрясения. Уникальный климат и природа, вот правда, вот горы кавказские, это не Пушкин был, были потрясения на Кавказе, там, да, какие-то войны. Вот горы, вот, все видели эти горы и балдели просто. Как Черное море было,
всегда и будет всегда. Как были, не знаю даже, как назвать, что это. Как вот хачапури называют? Что это вот? Услада для рта? Или что это, не знаю. Гастрономический оргазм. Вот хачапури как делали грузинские женщины, великолепные просто, так и делают. Вино делалось 8 тысяч лет и будет делаться такое же вкусное или даже еще вкуснее. Вопрос, на какие рынки оно будет экспортироваться в разрезе нашего разговора сегодня, это вопрос. Но прекрасное вино, великолепная персиковая чача. Продолжают зачитывать текст Игоря. Либеральная налоговая система, доступность покупки недвижимости для иностранцев и низкие коммунальные расходы. Это все, и высокая доходность от аренды в том числе, это все, почему грузинская недвижимость для меня лично все еще остается очень-очень-очень привлекательной. Тем более, что я вот побывал тут в других странах, и есть чем сравнивать. И если раньше я думал, что какой у нас короткий сезон здесь, то знаете, что могу вам сказать? В других странах и того короче, и ярко выраженнее. Топ-5 объектов для кризисных инвестиций. Значит, дальше читаю текст Игоря. И знаете что, вот я не хочу сегодня видео делать каким-то продажным. Вот, хотел, чтобы был разговор. Я думаю, что он получился. И я буквально сегодня на листочке, я люблю писать. И сегодня буквально написал себе не 5 даже, а 10 объектов, которые я могу рекомендовать для вас. Если вам это интересно, мои контакты вы найдете легко. Я с удовольствием поделюсь списком из объектов, которые я считаю, что нужно покупать сейчас, прямо немедленно и ничего не откладывать. Когда я вижу в готовом доме с идеальным ремонтом внутри, с лифтами Otis, с обалденной парковкой и с тренажерным залом и бассейном за $880 за квадрат, я не мог удержаться очередной раз. Давайте итог будет без однозначных выводов. Покупать или ждать, решение зависит от вас. Но кризисы всегда были временем, когда самые смелые выигрывали больше всего. Вот что написал мне Игорь в конце. Как Игорь красиво пишет. И я считаю, что, я еще раз зачитаю это, потому что я с этим полностью согласен. Это человек, который в недвижимости не так давно, вот, но живет довольно долго и имеет 2 высших образования. Еще раз. Покупать или ждать, это решение зависит от вас. Но кризисы всегда были временем, когда самые смелые выигрывали больше всего. Хочется, как всегда, сказать в конце, до встречи в Грузии, а отдельно хочется сказать сегодня в конце. Сакартвелос, Гаумарджос.